Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все равно для себя получите. Какой-то пазл, может быть, для вас сложится. И эта неделя удивительная. Понедельник, 19. Это как раз то время, когда планета Хирон выравнивается с лунным узлом в знаке зодиака Овен. И символы израненного целителя или какой-то вопрос, выход из какой-то парадигмы или с какого-то надоевшего сценария, который повторяется до бесконечности. Вот как раз неделя начинается с 19 февраля именно в эту дату. Какой-то вопрос как будто вас заставит определиться. Или, мои дорогие, обстоятельства так складываются, что для многих из вас какая-то проблема, тема, она как будто решается. И если прежде вы не видели выхода, то тут скорее будет что-то определеннее. Давайте два направления для нас самых важных обычно присутствуют в прогнозе. Да, король монет. Решение вопросов с недвижимостью может быть, покупка-продажа, перемена, решение вопросов семейных, решение финансовых вопросов. Ну так, слегка переворачивалась уже карта, где-то может быть в приоритете или вот по части этой специфики вы будете принимать какие-то важные решения, определяться. Вот у нас такой уверенный король как будто показан, и вот в такую конкретику вам очень как будто нужно войти с чем-то в вашей жизни, правда, определиться, тогда жизнь заиграет новыми красками. Король монет – это тот, который, у кого сильная позиция, тот, который, да, он надеется на себя, но для него нет ничего невозможного. Почему? Он знает, что люди меняются, обстоятельства меняются, а он все равно что-нибудь придумает. Вот как-то так. Ну, давайте узнаем два основных направления неожиданностей и что важно знать в связи с ними. Что нам подскажут на эту неделю для вашего знака зодиака. Карты у нас сегодня колода Таро Истока. В ней дополнительный старший аркан Исток. Это между последним арканом 21-м Мир и нулевым арканом Шута. Действительно хаос перед началом творения, которое означает... Ну, давайте посмотрим, что вам скажут карты. Что важно знать, мои дорогие близнецы, на эту неделю? Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто? По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег, личная жизнь. Что же важно, что в приоритете? С чем-то придется определяться. Вот рыцарь чаш. В этой колоде карта, колода достаточно, ну, где-то холодно-жесткая. Нам показан, я надеюсь, виден. Ну, может быть, не видно лица этого молодого человека, но поза его странная. Он сидит, и как будто, знаете, карта такая в дымке прорисована. Вот интересно, в этой колоде, когда четкие изображения, это есть уже что-то как свершившийся факт. А когда есть такая размытость, то это то, чему нам нужно как будто уделить внимание. Размыто, непонятно. И вот здесь по рыцарю чаш, может быть, у кого-то как личная история непонятная, или решение каких-то вопросов непонятных были до того, и вы как раз будете этим заниматься. У нас перед этим перевернулся король монет или король пентаклей. Это тот, который знает какую-то конкретику. У него нет ничего непонятного. Он из непонятного сделает себе что-то уверенно надежное. А тут изображен молодой человек в странной позе, который поставил или чашка, тем не менее, находится у него на голове, то, что тоже само по себе нелепо и странно. И его лицо изображает как будто ответ на вопрос. А ответ звучит так: а я не знаю. То есть какая-то растерянность. Вот, может быть, что важно знать. Там, где вы не знали что-то, вам придется определяться. Как будто не может какая-то ситуация дальше продолжаться либо в неведении, либо в какой-то двойственности, либо в каких-то непонятках, мои дорогие. Вы на какие-то вопросы, может быть, самому себе должны дать четкий однозначный ответ.
Какая-то история не может быть продолжена и вашим, и нашим. С чем-то как будто определиться придется. Неожиданности. Рыцарь жезлов. И нам показан человек, он словно либо это доска какая-то, либо это, может быть, жезл какой-либо, такой как палка, да. Он пытается удержать равновесие. Он готов к любым неожиданностям. И он знает, что какую-то ситуацию он не должен словно проиграть, потерять. И по рыцарю жезлов это когда мы готовы к любым неожиданностям, к любым поворотам событий. Где-то так же, как король монет. И чего-то вы не сможете отложить на потом. По этой карте могут происходить, правда, неожиданные новости. Или вы могли себе расставить какой-то уже план, распланировать как будто ваше время, дела, куда вы отправляетесь. А здесь вас жизнь перепланирует. И нам говорят, вот иди по фарватеру тех событий, которые у тебя происходят, но при этом будь готов, тебя как будто ничто не должно застать врасплох. Отреагировать быстро и в то же время проанализируя обстановку, потому что импульсивность здесь тоже не предполагается. Рыцарь жезлов, повторюсь, он готов как раз к этим неожиданностям. И вам где-то вот в такой состоянии, в таком, точнее, готовности нужно пребывать. Это не крупная карта, значит, если как приходят какие-то новости, это не есть что-то глобальное, которое вас может сбить с толку или как-то помешать вам существенно в каких-то делах. Давайте посмотрим, что же помешать, чему сейчас не время. По жезлов, а просто импульсу какому-то не время. Не время, ну, знаете, когда вот я хочу сделать что-то определенным образом. У нас изображен ребенок. Вот детскости какой-то или детскому импульсу, или, как знаете, ну вот той настойчивости, которая присуща детям, когда нет, вот будет по-моему, да, а я так хочу. Вот где-то хочу, оно каким-то образом пробуксовывает на этой неделе, это точно. Или быстро вот то, что вы хотите, не получится. Или, мои дорогие, вам придется искать какой-то компромисс по тому или иному вопросу. Не быть где-то беззаботным, мои дорогие, для кого-то и так. Не быть уверенным в том, что все равно какой-то вопрос, может быть, без нашего участия решится. Так тоже не произойдет. Давайте посмотрим, а что же будет помогать? Паш монет. Вообще какие-то у вас новые начинания, это точно. Жизнь с чистого листа. Как будто, ну, как судьба разворачивается в какую-то иную плоскость для вас, мои дорогие. Два пажа– это всегда новые начинания. И паж монет– это конкретика. Это та дистанция, которая на долгий период времени. Это то, что все просчитано. Это позиция хорошего ученика, кстати. Что помогает, когда вы учитесь чему-то, может быть, буквально изучаете язык или какую-то науку, или сферу деятельности, или ищете информацию, или составляете документы. При внимании к деталям, мои дорогие, внимание к деталям идет по этой карте. Как будто нет мелочей как таковых. И тогда позиция, как будто ваша, она только будет со временем укрепляться. Или вы решаете удачно финансовый вопрос на этой неделе, и он перед вами открывает новые перспективы. Вот для кого-то конкретно, как и получение денег, у кого-то помощь человека, такое тоже может быть. Но так или иначе удачное завершение каких-то финансовых, например, состояний, которые зависли на энный промежуток времени до этой недели. И здесь, правда, может что-то решиться, подписаться, к примеру, какой-то документ – или чье-то согласие вы, может быть, по вопросу, который так или иначе упирается в финансы, вы тоже получите. И это отправная точка каких-то новых свершений. Вот в таком ключе. Что скрыто? Четверка чаш. Человек сидит между двух кубов. И вроде бы кубы– это всегда надежность, это какое-то, ну, как прочное состояние. Но тут это прочное состояние, оно не относится к тому, чтобы было со знаком плюс. Тут человек, рядом у нас стакан,
возле него пустые уже стоят. И по этой карте проходят вредные привычки, мои дорогие. И, может быть, правда, вы столкнулись с человеком, который имеет такие вредные привычки. Или вы столкнулись, что примечательно, посмотрите, 4 чаш и рыцарь чаш, с человеком, который меняет быстро мнение. Или есть какая-то апатия по какому-то вопросу, или что-то вас не вдохновляет, что скрыто. Здесь как мы могли надеяться на кого-то, а человек как-то в последний момент увильнул или изменил свое мнение. Или если вы сталкиваетесь с человеком, у кого действительно, если мы про вредные привычки, такая привычка есть, но на него нельзя положиться. И если от него зависит какой-то вопрос, может быть, который, кстати, где-то на уровне финансов, значит, вам где-то придется инициативу в свои руки, смотря чего касается вопрос. Но сказать, что вы на это можете понадеяться, то нет. Что скрыто? Вы можете где-то, не рассчитать какую-то свою стратегию. Или пока нам говорят, вообще выбирая людей в своем окружении более надежных. Может быть, вам и захочется окружить себя совершенно иными людьми, если до этого момента в вашей личной истории как раз и были либо люди, буквально, может быть, злоупотребляющие алкоголем, или была какая-то грустная история, которая как раз из-за этого и стала грустной, кто знает. Или с чем-то вы еще подобным столкнулись, когда тот человек, на которого нельзя не понадеяться, не положиться. Или, может быть, это через чувства, через личную жизнь была тоже какая-то разочаровывающая ситуация. И тогда, правда, вам нужно принимать однозначное решение. Вот мы с вами говорили, рыцарь чаш. Мы не можем сидеть в какой-то, словно замерев, дурацкой позе с чашкой на голове. Вот как будто так. И мы не можем до бесконечности самому себе говорить, я не знаю. Или слушать от конкретного человека, который тоже говорит, я не знаю. Здесь как будто нужно уже знать. Дела, работа, бизнес. Карта звезда. Вот как по пажу монет, то, что мы говорили в позиции, что вам помогает, это то, как надежность или, может быть, как удачные какие-то решения финансовых вопросов на далекий период времени и открывают новые перспективы. Карта звезда – это как раз про новые перспективы, про новые возможности. Сияйте, как звезда. Это как, знаете, совершенно иное качество жизни. Видимо, определившись с чем-то, мои дорогие, у вас совершенно другие возможности на эту неделю открываются. И, может быть, вам придется где-то вот так лихо лавировать между создавшейся обстановкой или какими-то людьми из прошлого или с какой-то историей. Но, видимо, определившись, действительно перед вами открываются совершенно иные перспективы и возможности. В этой колоде карт звезда нас приглашает отдохнуть, мои дорогие, и исцелиться. Это, знаете, как свет во тьме. Не случайно карта вроде бы темная. И посмотрите, вот эта звезда, она сияет. Это как сияющее напоминание от Вселенной, что всему свое время. И в целом у вас сейчас очень сильная, крепкая позиция. И что впереди, мои дорогие близнецы, вас ждет спокойный период. Ведь эта карта, вообще во всех колодах Таро, 2 карты выбора правильного направления. Или вообще про направление, периодичность. Так вот, карта Солнца говорит о 6 месяцах, где-то так в среднем. А карта Звезда 10-20 лет вперед. Это где-то как по Плутону. И поэтому для вас этот аркан какие-то прекрасные потенциальные возможности будущего. Знаете, как не теряйте, как и самообладание. И если даже эта неделя вас поставит или заставит где-то общаться с людьми, с кем вам не хочется, или совершить какой-то важный разговор, значит, это совершенно необходимо, чтобы окончательно какой-то гештальт закрыть. Финансы. Паж чаш. В финансах здесь должна быть логика и конкретика. По пажу чаш у нас проходит хорошее настроение или, знаете, как какое-то вдохновение. Но вверху у нас паж жезлов, понимаете, и может быть какая-то импульсивность или захочется расслабиться. А нам как будто говорят,
С учетом у вас, посмотрите, 3 пажа выпало. Паж монет, это в позиции, что помогает. Нет, тут все-таки где-то не расслабишься, мои дорогие. И здесь нам показан на карте молодой человек, который в одиночестве как будто и сидит с какой-то, ну, как волшебная коробка. Он как будто познает самого себя. Но есть непонятность по этой карте. И карта изображена так сквозь пелену, сквозь дымку. Здесь может быть какое-то любопытство, но в то же время, знаете, не ставить перед собой каких-то неправдоподобных задач. Быть реалистом по части финансов. Не думать, что какой-то вопрос решится сам по себе. Или, мои дорогие, если вы кому-то помогаете, что это вам дает гарантию, что тот человек придет на помощь вам. Здесь все-таки сам о себе больше позаботься. Ну, потому что у вас трансформация. Очень серьезный аркан. И вот в этой колоде, посмотрите, она темная. Она может быть не очень хорошо видна. Нам изображены сумерки, и одинокая лошадь бредет по зимнему лесу. И карта говорит, только зимой деревья кажутся безжизненными, но наступит весна, и все зацветет. Вот так звучит карта трансформации в этой колоде. И это 13-й, повторюсь, старший аркан. И он влияет не на одну сферу жизни, а вообще какой-то период трансформации, с учетом еще и карты звезда, уход от каких-то разочарований, может быть, как и в личной жизни, может быть, от какой-то сложности в финансовом вашем положении. И здесь тогда как бы деньги будут, или помощь будет, или решение вопроса какого-то прибудет, но не замечтаешься. Нужно быть все равно реалистом. Может быть, вам и придется в отношении кого-то или какого-то вопроса сказать даже кому-то нет, от чего-то отказаться, чтобы как выйти из тупика или из того, что вас гнетет, мучает, мешает жить, мои дорогие. И так тоже может быть. Ведь по карте трансформации не происходит того, чтобы нам навредило. Нет, тут мы как раз должны быть где-то сориентированы на то, чтобы отпустить, может быть, что-то из прошлого или какую-то ситуацию, которая повторялась до бесконечности. А у нас, в общем-то, начинался наш прогноз того, что я сказала с 19 числа. Планета Хирон как раз выравнивается, символ израненного целителя, с лунным узлом. И это задача до апреля 27 года. Мало что решить многие вопросы, а в последующем жить счастливо, мои дорогие. И, безусловно, 13-й аркан, он предполагает, что мы закрываем дверь в прошлое. Мы не оглядываемся. И пусть какой-то период времени придется словно пройти в темноте, решать какие-то вопросы. Но это все для того, чтобы мы жили счастливо, для того, чтобы мы отстроили, может быть, совершенно иную какую-то историю своей личной жизни. И у кого-то изменения в вашей, может быть, и личной жизни. Вот для тех, кто, мои дорогие, в сложных сейчас отношениях, тут есть возможность проговорить, совершить вот эти необходимые разговоры на чистоту. Знаете, в этой колоде карт начинается описание аркана с очень короткого слова. Помимо того, что я уже сказала, пора. Вот как будто для вас, мои дорогие близнецы, карта говорит пора. И это затрагивает просто качество жизни на далекий период времени, лет на 10, на 20. Перекладывайте на себя и будьте любимы и счастливы, мои дорогие близнецы.